Приветствую всех! В этом видео я покажу несколько простых и дешевых держателей для смартфона в автомобиль. У каждого из этих держателей есть свои плюсы и минусы, и сейчас я вам о них подробно расскажу. Для начала рассмотрим липкий коврик-держатель. Сделан он из очень мягкой резины, которая хорошо приклеивается к пластику на панели, а еще к пыли и мусору в салоне. Она держит смартфон только в горизонтальном положении, и бортики подставки немного закрывают экран. Если смартфон трогать не нужно, то все в порядке и ничего не мешает, но очень раздражает, когда появляется необходимость добраться до кнопок в этих местах. Кроме того, если смартфон у вас большой диагонали, то при резком торможении или ускорении автомобиля он может выпасть из паза. После использования этой подставки в течение нескольких недель я решил ее убрать, и на крышке верхнего бардачка осталось вот такое пятно. И еще одно важное замечание. Не оставляйте эту штуку надолго на солнце, она просто расплавится. Следующий на очереди держатель на руль автомобиля или велосипеда. Это пластиковый брусочек, внутри которого находится металлическая пружинка, а сверху крепится резиновый хлястик. Для установки держателя надо попасть крючком в маленький паз, что не всегда получается с первого раза. Как и в предыдущей подставке, смартфон можно закрепить только в горизонтальном положении. Рулить эта штуковина не мешает, если не подключать зарядку. Очень удобно, что смартфон находится прямо в руках, и не надо за ним тянуться далеко на панель. Однако посмотрите, что вы видите. Руль, смартфон. А приборы? Приборы не видно. Заглядывать за подставку совсем неудобно. Я так однажды чуть не стал посреди дороги, потому что не заметил, как загорелась лампочка уровня топлива. В общем, пользоваться этим креплением безопасно можно только на стоянке. Последний держатель я использую по сей день, а также подарил нескольким своим знакомым. Это также очень простое крепление, которое устанавливается на шторке воздуховода. Сзади держателя довольно жесткие металлические скобы, которые покрыты резиной, чтобы не поцарапать ваши шторки. Из-за того, что в моем авто эти шторки довольно толстые, держатель на них не налез, поэтому для установки была приспособлена монетница. И я переставил ее поближе к водителю, чтобы было удобнее управлять смартфоном. Крепление и его расположение можно назвать идеальным. За смартфоном не надо далеко тянуться, его можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Ничего не закрывает экран. Тут же рядом удобно расположена розетка для зарядки. Единственным недостатком является дребезг пружинки внутри держателя, если в него не установлен смартфон. В общем, настоятельно рекомендую именно это крепление. У него уже появилась более красивая версия, а также версия с магнитной площадкой, которая уже вот-вот придет мне по почте. На этом все. Всем спасибо за просмотр. В комментариях под этим видео обязательно напишите, какими креплениями пользуетесь вы. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах и не отвлекайтесь на телефоны за рулем. Пока!